Друзья, дорогие зрители, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Сегодня вместе с вами мы посетим музей, который расположен в бывшем немецком подземном бункере, который был в свою очередь построен в начале 1945 года. Он служил бомбоубежищем для размещенного здесь штаба немецкого главнокомандования. Длина сооружения 42 метра, ширина 15 метров. Расположено оно на глубине 7 метров, в нем 21 помещение. Убежище было электрифицировано, оборудовано системой водоснабжения, канализации и подачи свежего воздуха и связи. В музее находятся массивные ворота из кованого железа, которые раньше располагались у входа в убежище. Эти ворота являются особенным экспонатом. Их металлические решетки покрыты многочисленными письменами и руническими символами. Исследователи пришли к выводу, что немецкое командование верило в их особую магическую силу, способную защитить бункер. Музей в бункере был открыт в 1968 году. Основная часть экспозиции посвящена штурму города-крепости Кёнигсберг войсками Красной Армии с 6 по 9 апреля 1945 года. Здесь представлены 5 диорам Кёнигсберга периода активных боевых действий по взятию города. В нескольких помещениях восстановлена обстановка немецкого штаба накануне капитуляции. Это Кёнигсберг? Ну, давно? Конечно. Вечером 1945 года, когда бои продолжались только лишь в центре Кёнигсберга, в бункер к коменданту немецкого гарнизона генералу Отто Ляшу советское командование направило парламентеров. Здесь и произошла сдача в плен всего немецкого штаба вместе с военным комендантом Кёнигсберга. В данном помещении представлены фотографии городских кварталов Кёнигсберга, а также выстроенные баррикады на улицах, подбитую немецкую военную технику. Музей-бункер является филиалом Калининградского областного историко-художественного музея. Это отдельно стоящая экспозиция, а также интерактивный музей. Экспозиция восстанавливает последние события, связанные со штурмом города во время войны. Они отражены в документах, фотографиях, планах и схемах, а также в различных экспонатах бункера. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании.
После войны блиндаж был затоплен водой на 2 десятилетия. Для посетителей музей-бункер открыл свои двери в 1968 году. Он носит статус исторического музея неспроста. Здесь досконально воссоздана обстановка того времени. Экспозиции и диорамы раскрывают страшные темы военного периода. Трагедию местных жителей во время яростного штурма Кёнигсберга, оборону города, жизнь и судьбу немецких военнопленных. Бункер на сегодняшний день является большой экспозицией, в которой ее создатели постарались полностью сохранить изначальную историческую обстановку. Кроме последних дней штурма, в музее можно узнать о мирной жизни города до войны, о партизанской борьбе и многое другое. Кроме редких экспонатов, здесь представлена реализованная детальная диорама штурма Кёнигсберга. Работают несколько выставок. Немецкий комендант города и крепости Кёнигсберг Отто Ляш приказал в начале 1945 года построить этот бункер недалеко от Королевского замка. Бомбоубежище было построено очень быстро, в течение 1 месяца, но командный пункт генерала Ляша начал здесь работать только в марте. Немецкий генерал Отто Ляш родился в 1893 году в Польше. После военной школы служил в качестве летчика-разведчика. К началу войны имел звание подполковника. После подписания капитуляции города Кёнигсберга его приговорили к расстрелу, а вся его семья была арестована. Приговор через некоторое время изменили на тюремное заключение. Отто Ляш провел в советском концлагере долгие годы, вплоть до 1955 года, после чего был депортирован в Германию. Умер в ФРГ в 1971 году. В следующем помещении вы можете увидеть диораму, которая посвящена кровопролитным боям за главный железнодорожный вокзал города – Южный вокзал. Этот вокзал был построен в 1929 году для того, чтобы объединить многочисленные железнодорожные станции и полустанки, существовавшие в городе. А город был большой и являлся столицей Восточной Пруссии. Изучение старых немецких карт показало, что сеть железных дорог была невероятно плотной, а в дополнение существовала также плотная сеть узкоколеек, а в самом городе еще и плотная сеть узкоколейного трамвая. Но все это было до 1945 года. А после 1945 года ход событий полностью изменил все вокруг. К концу дня 9 апреля 1945 года в это время бой происходил уже только в центральной части города Кёнигсберга. Советское командование поручило переговоры с комендантом немецко-фашистского гарнизона генералом Ляшем 2 группам парламентеров, по очереди направив их в бункер немецкого командования. В одну группу входили подполковник Яновский, Шпитальник и капитан Федорко. Другая группа включала в себя разведчиков-парламентеров под руководством майора Круглова. Обе группы вступили в переговоры с самим генералом Ляшем, предложив ему полную капитуляцию и обсудив ее условия. После этого им удалось вернуться к своим товарищам. Генерал Ляш долго колебался, прежде чем принял ультиматум парламентеров и согласился на капитуляцию. В немецком бункере разведчикам пришлось пережить тяжелые моменты, ведь все знали, что у фашистов было принято расстреливать парламентеров. Подробности этой исторически важной встречи рассказывает постоянная экспозиция музея, которую дополняют свидетельства и личные воспоминания участвовавших в переговорах солдат. В некоторых помещениях особенно постарались точно восстановить обстановку немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга. Это кабинеты генерала Ляша и начальника штаба немецкого гарнизона полковника Зюксинд Швенди. Здесь происходила их встреча с советскими парламентерами. Помещение блиндажа и его коридоры выглядят немного пугающе.
Этому способствует приглушенный свет и тщательно восстановленная атмосфера тех времен. Посетители музея в полной мере ощущают себя так, как будто они попали в последние дни штурма города. Муляжи, планы, экспонаты, документы, боевые схемы и донесения, фотографии с фронта передают сполна дух прошедшего военного времени. Честь взятия столицы Восточной Пруссии принадлежала маршалу Александру Михайловичу Василевскому, долгое время возглавлявшему советский генеральный штаб. После гибели Ивана Даниловича Черняховского маршал Василевский принял командование Третьим Белорусским фронтом, которому и было предписано овладеть Кёнигсбергом. Петр Григорьевич Яновский в период штурма Кёнигсберга был начальником штаба 11-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии. В звании подполковника возглавлял группу парламентеров, направленную к коменданту Кёнигсберга генералу Ляшу с ультиматумом о сдаче города. При штурме Кёнигсберга 8 апреля 1945 года дивизия под командованием Цыганова Николая Георгиевича первой преодолела с боями предместье Кёнигсберга. Дивизией было уничтожено до 10 тысяч солдат и офицеров, 58 артиллерийских орудий, 46 минометов, 10 танков и много иного вооружения, захвачено 10 складов и 150 автомобилей. Вот такой выпуск у нас получился, ребят. Спасибо всем за просмотр. Посетили интересный объект такой. Не забывайте подписываться.
ставить палец вверх и писать комменты. Все, мы на свободе. Всем пока.